Здрасте, я Минерва. Я тут подумала и решила, что как минимум поначалу главной рубрикой на этом канале будет Storytime. Ну, знаете, как у Закатуна, там, Мерви, Добряка, такое все. Естественно, мне до них как до луны, но все должно с чего-то начинаться. Не буду тянуть, погнали! Здесь могла быть заставка, но мне лень. Так уж сложилось, что любая моя более-менее интересная история связана с каким-то коллективом. Причем детским коллективом. А в каком детском коллективе среднестатистический ребенок бывает раньше всех? Верно, в детском садике. С гордостью скажу, что я в моем садике была чуть ли не на вершине пищевой цепочки. Меня любили воспитательницы, со мной дружили девчонки, а мальчишки, ну, с ними посложнее. Нет, конечно, основная масса парней относилась ко мне нейтрально, но был у нас один чувак, с которым мы вели междоусобные бои и не хотели унять кровопролитие. Знакомьтесь, Гумель. Был этот козлина раза в 1,5 меня больше и на полгода старше, но его поведение... Вот, например, однажды вырос у нас цветок на клумбе. Все подходили, смотрели. Этот тип подошел, схватил его, вырвал и бросил за забор. Вот сволочь. Конечно, это не единственное его прегрешение и далеко не самое жестокое. Просто приводила пример. Но силы добра не дремали. Хоть я и старалась не обращать на него внимания, иногда он переходил черту. И мы с моими подругами, которых я отныне и впредь буду звать Петушок и Кашалот соответственно, ставили его на место. Хвастаться не хочу, но дралась я тогда довольно хорошо, учитывая, что было мне всего-то 6 лет. Для примера поведаю вам историю, которую частенько с гордостью рассказывает гостям мой папа. Мы вернулись с прогулки, переоделись и по традиции встали в ряд на палас. Мне, поскольку переоделась я последней, как обычно, и встать пришлось в конец ряда, и, естественно, Гумель начал надо мной ржать. Но я ж не пальцем деланная. Подошла к нему и аккуратненько так ему пальцем в глаз. Так! Ух, и крику было. Этот качок-дурачок заревел просто как девчонка. Меня, конечно, наказали, но я знала, что Гумель наказан куда суровее. Петушок и Кашалот смотрели просто квадратными глазами на нас с ним. Ох, как это было круто. Другой пример. Мы с девочками играли, будто одуванчик — это наш шпионский агент. Да, мы любили шпионские штучки. Как вы думаете, что сделал Гумель, когда увидел нас? Верно, отнял одуванчик, сдул его и выкинул. Чтобы вы понимали, одуванчики — мои любимые цветы. Кашалот кинулся на него с кулаками, а я тихонько подошла сзади и как начну его колотить. Он заорал, прибежала воспиталка, начала меня ругать, но стоило Петушок все ей объяснить, нас не только простили, но еще и Гумеля отругали за одуванчик. Справедливости ради скажу, что в какой-то момент времени мы с ним даже подружились. Болтали, гуляли, подкалывали друг друга, пока однажды он не нанес мне удар в спину. Буквально. И наша вражда возобновилась и длилась вплоть до выпускного из сада. Черт, как хорошо, что мы оказались в разных школах. Правда, с девочками я тоже рассталась. Кстати, о девочках. В нашей троице каждый играла свою роль. Петушок отвечала за идеи, Кашалот за веселье, а я за действие. Ну, понимаете, о чем я. Правда, насчет троицы я приврала. Мы редко собирались все втроем, так как девочки, насколько я помню, не очень жалили друг друга. Насчет их прозвищ, если у кого возникли вопросы, у Петушок на шкафчике был нарисован петушок, а Кашалот однажды пыталась убедить меня, что кашалотов не существует, ибо, цитирую, «Если бы они были, они бы к нам пришли». Эх, дуры мы были, ох, какие. Длинное видео получилось. Конечно, в будущем я еще много роликов посвящу теме садика, возможно. Но пока что буду сворачиваться, я и без того слишком далеко зашла. Всего вам хорошего, не болейте. С вами была Минерва. До свидания!